Наш лекционный клуб, посетителями и участниками которого мы имеем счастье быть, носит название «Истоки цивилизаций». Но, как это ни странно, один из ярчайших и древнейших очагов цивилизации мы до сих пор обходили стороной. И поэтому сегодня я хочу поговорить об Армянском Нагорье. К сожалению, охватить все Нагорье, безусловно, я не смогу, территория слишком велика, поэтому сужу разговор в реальности до территории современной Армении. И я не буду сегодня обращаться к многочисленным легендам, мифам, письменным источникам. Сегодня мы попробуем взглянуть на жизнь человека до урарского периода его глазами, посмотрев на те изображения, которые он создавал в камне. По сути, это будет выставка каменного зодчества. И Армения – это на самом деле страна камня. Армянское Нагорье – типичный горст, сплошные вулканические породы, разнообразие минералов, каменных пород. Существует легенда, по которой, когда Господь Бог раздавал всем землю, армяне опоздали, и в результате на их долю остались одни только камни. Айстан, Карастан, говорят армяне. Армения – страна камней. На камне родился армянин, на камне жил, камень положил на камень, поднялся на камни, поднял камни, в камнях вырос ребенок, играл камнем, узнал камень, укрепился как камень. Много разных камней в Армении, но здесь почти не найдешь неграмотных камней. Осторожно ступай по этой земле, осторожно общайся с каждым камнем, хоть с виду грубым, рябым, покрытым мхом или шайником. Осторожно, потому что стоит соскрести кусочек мха, и на каждом из них увидишь то рисунок первобытного человека, то клинопись времен Ванского царства или более раннего периода, например, арамейскую, хетскую, халдейскую. Дело в том, что на территории Республики Армения действительно обнаружены десятки тысяч наскальных изображений. Во второй половине XX века их активным сбором занимались как историки, так и энтузиасты. В частности, архитектор Сурен Петросян очень много для этого сделал. И в последние годы Ваган Ваганян создал так называемый Карадаран, базу данных, в которой собраны зарисовки нескольких десятков тысяч наскальных изображений. Это замечательный ресурс, ссылки на него я смогу дать после лекции. И структура банка наскальных изображений включает следующие разделы: астрономия и космические явления, мифология, календари, торговля, мифические культовые символы и образы, животный мир, охота, скотоводство, религия, картография, представление о жизни, образы букв, алфавитов и рисунчатое письмо, анатомия, земледелие, музыкальные знаки хазы, танцы, семья, материнство, эротика, быт, любовь. Как вы видите, абсолютно все сферы жизни и мироощущения человека в наскальном изобразительном творчестве освещены. Почему я сказала в наскальном изобразительном творчестве? Потому что наскальные рисунки Армении значительно отличаются от общемировой тенденции, где в основном преобладают рисунок охры, а вот в Армении мы сталкиваемся в основном с резьбой. И если говорить опять-таки о Карадаране, о банке данных, то надо сказать, что его создатели подошли с большим творчеством, и к многим рисункам придуманы совершенно замечательные ассоциативные названия. Так, вот это вот изображение человека с луком представляется Хайком, прародителем армян, праправнуком Ноя, от которого пошел род. Замечательная битва человека с быком воспринимается как битва Хайка с Бел, или Нимрод очень часто ассоциировался с быком. Бык вообще такой очень интересный мифологический персонаж, который трансформируется то в образы негативные, как Нимрода, но наоборот в образы позитивные, и мы с этим еще с вами встретимся.
Совершенно замечательная композиция, в которой увидели дракона и Ваага, его побеждающего. И мы с вами немножечко поподробнее посмотрим рисунки различных регионов и постараемся сами увидеть, что же там могло быть изображено без, скажем так, без мнения и ассоциаций, навязываемых мифом, потому что зачастую историки, анализируя наскальное творчество, в первую очередь используют для его анализа более поздние мифы, и ассоциации возникают соответствующие. Ну, первое, о чем я хотела бы, на что я хотела бы обратить внимание, это рисунки, отличающиеся от остальных в Армении, практически уникальные рисунки охрой, сохранившиеся в пещере Абовязского района. Очень симпатичные образы с вытянутыми головами. Тут какие-то ушки не ушки, рожки не рожки, яйцеобразные головы. Пещера уникальная, больше таких рисунков нигде не встречается. Более характерны, как я уже говорила, рисунки гравированные. И вот об этой технике говорили уже историки, мыслители V-VII веков. Мавсес Харинаци, отец армянской истории, писал о создании петроглифов. Ибо пели, что он мог, хватая руками гранитные скалы, не имевшие трещин, разрывать их по желанию на большие и малые глыбы, сглаживать ногтями, превращая в доски, и вырезать на них своими же ногтями орлов и тому подобное. Согласитесь, интересная техника работы с камнем. И видит он не сон ночной и не видение наяву, но в бьющемся сердце открывшуюся очам души десницу, пишущую на камне. Камень же, подобно снегу, сохранял следы начертаний. Это уже Маштоц, это уже Харинаци пишет в связи с созданием Маштоцем армянского алфавита. Ну и астроном Широкаци VII века отмечает, что предки запечатлели на камне и осознали движение планет и других светил. И астрономическую тематику мы с вами увидим. Замечательны по технике рисунки утеса Ухтасара в горном районе Сюник. Они как раз создают ощущение вдавленности в камне, линии достаточно глубокие, 2,6 мм в глубину, но при этом ширина может колебаться. Вот как раз вполне подходит под то определение, которое описывал как работу с камнем. Обратите внимание, мы видим классические изображения общества охотников, показаны сцены охоты, показаны разнообразные животные, при этом очень подробно, очень доступно. Здесь колесный транспорт. Армянское Нагорье – это то место, где были обнаружены первые колесные повозки. Поселение было открыто на берегу озера Сиван, и там были обнаружены повозки второго тысячелетия до нашей эры. Более ранних не отмечалось. Соответственно, эти рисунки можно датировать приблизительно этим же периодом, ну, вряд ли раньше. Здесь снова у нас разные виды колесного транспорта, при этом мы видим запряженных быков. А вот на расположенной недалеко горе Джаманджур прекрасные сцены из жизни животных. Здесь и охота хищников, здесь и замечательный совершенно кабан, обратите внимание, какая пластика, и сцены животной эротики. Дальше начинаются более интересные моменты, когда чаще используется в рисунках колесо,
И появляются персонажи совсем уже не характерные для обычной флоры и фауны. Одно из древнейших изображений будущего Козерога. То самое изображение, которое потом перекочует во все календари. Вообще мы столкнемся с тем, что именно в армянских наскальных рисунках мы видим те изображения знаков зодиака, те изображения созвездий, которые впоследствии станут для нас привычными и общепринятыми. Замечательный змей, пожирающий, видимо, какого-то хищника. И, ну, я не знаю, как у вас, у меня ассоциации с драконом однозначные. Честно говоря, другое тут увидеть что-то сложно, при этом дракон явно летающий. Очень симпатичные товарищи с рожками. И вот есть трехпалые, есть пятипалые, но тоже с рожками. На самом деле количество пальцев будет варьировать, и на большинстве рисунков мы увидим, что очень четко дифференцировано. Но вот этот вот рогатый образ, он попадается достаточно часто и явно отличен от образа обычного человека. Как расценивать эти рисунки? Скорее всего, это уже приближается к пиктограммам, к тем самым, которые приведут к появлению старого иероглифического письма на армянском Нагорье, гигамский хребет. Гигамский хребет как раз стал тем самым первым местом, где и были обнаружены петроглифы. Именно с него все началось. И надо сказать, что, наверное, на нем самое большое разнообразие и самые необычные типы рисунков. Обратите внимание, какая удивительная пластика и какие удивительные формы, значительно отличающиеся от сюника. Что здесь можно увидеть? Это что-то антропоморфное или это символ чего-то? Драконообразное существо или нет? Но согласитесь, что такие образы должны были рождаться не на пустом месте, что-то должно было их стимулировать. Ну, вот вполне реалистичный птичник. Мы видим разнообразие птиц, всех форм и размеров, что-то страусообразное. Здесь, видимо, какой-то козел. И очень интересные формы на этом рисунке, уже приближающиеся к изображениям драконов. С драконами, которые впоследствии будут ассоциироваться с камнями-вишапами. Ну, вообще, по-армянски дракон – это вишап. Соответственно, камни-вишапы, камни-драконы, хоть они и не схожи с образом дракона, но тем не менее мы можем проследить некую преемственность от наскального рисунка. И во втором листочке распечатки, которые у вас есть таблица мотивы и образы вишапов, драконов, змей и козерогов в наскальном рисунке. Чем вам не урок анатомии? Здесь мы можем говорить о изображении растительного мира. Ну а здесь уже что подскажет ваша фантазия? Кого наблюдали древние обитатели армянского Нагорья, да, которые вполне реалистично изображали козлов, кабанов, хищников, да, с кого писались эти образы? Ну или вот эти замечательные дракончики. Ну а здесь мы видим как раз достаточно интересные фигуры, подчеркнутый пятипалый человек, да, и здесь трехпалые. Что это? Это действительно трехпалые или это, например, изображение женщин или жрецов с чем-нибудь в руках? Да? Но, по крайней мере, конечность заканчивается тремя выступами. Да? Точно так же, как здесь. Противовес
тщательно вырисованной пятипалости. Да, и в трехпалых, обратите внимание, на голове всегда что-то присутствует дополнительное. Помним, что рисунки относятся к промежутку, скорее всего, 2-4 тысячелетия до нашей эры. Не позже. Насчет раньше спорят. И снова упрощенные значки, которые можно расценивать как пиктограммы, или некоторые исследователи расценивают это как изображение звездного неба, каких-то космических объектов. Если это пиктограммы, то прямой путь к появлению письменности, сначала иероглифической. Ну, раз уж заговорили о космических объектах, то на самом деле на территории современной Армении на данный момент уже обнаружено как минимум 6 обсерваторий, датируемых промежутков от 2 до 4 тысячелетия. Это Севсар, Мицамор, Зарацкарер, Корос, Агарак и Шаванкарер. О двух из них мы сегодня сможем поговорить и даже посмотреть их фотографии. С остальными не все так просто, надо еще добыть о них информацию. И что интересно, современные историки астрономии отметили, что то, как изображаются созвездия сегодня, могло быть увидено только людьми, жившими между 36 и 42 градусом северной широты. А именно на эту широту попадает область и около горы Арарат. Севсар. Севсар – это астрономический комплекс в Гигамских горах. Представляет он из себя разбросанные 2 десятка камней, и на камнях выбито изображение, достаточно глубоко нанесено. Наибольший интерес из этих 2 десятков представляет камень размером 2 на 3 метра. Он подвергается наиболее тщательному анализу. Вот мы видим интересный объект на нем выбитый. В центре лунка, в которую можно вставлять шест и использовать, например, в качестве солнечных часов. Севсар был обнаружен в 1965 году Суреном Петросяном, и он просто его описал. И отметил, что на плите размером 2 на 3 метра металлическим резцом, по его мнению, нанесены различные знаки, многочисленные фигуры небесных светил и созвездий. Фигуры петроглифа, благодаря глубокой резьбе, дошли до нас в достаточно хорошем состоянии. В нижнем правом углу каменной плиты выбита окружность диаметром 900 мм, внутри которой имеются малая окружность и спираль. От окружности отходят многочисленные лучеобразные впадины. Углубление, находящееся в центре круга, на наш взгляд, имело определенное утилитарное назначение. Так, если вставить в это углубление вертикальный стержень, то нетрудно заметить, что дневная тень от стержня, скользя по лучам окружности, может фиксировать время. Следовательно, мы имеем дело с гномоном, то есть солнечными часами. Позже, уже в начале нашего века, Таханян предложил другой взгляд на этот рисунок и отметил, что в левом углу мы видим изображение 2 человеческих фигур: коня, змея-дракона, креста, полумесяца, угольников, группы точек. И эти символы, по его мнению, очерчивают часть небосвода. Это изображение небесных тел, а вот эта вот окружность, явно выделяющаяся из всей массы символов, не что иное, как болид, летящий в сторону Земли. 3 линии, отходящие вправо от него, показывают хвост этой летящей кометы.
Тогда Таханян предположил, что этой тройной нисходящей линией отмечено направление полета болида. И на местности четко видно, что в этой ситуации он летел на северо-запад по направлению к горе Аджак. Третья по высоте гора, 3597 метров. Расстояние до нее от Севсара 37 километров. И у подножия горы, точнее на высоте 3200 метров, был обнаружен кратер, вероятнее всего, метеоритного происхождения, диаметром 30 метров и глубиной 4. По мнению Таханяна, если в глубине этого кратера найти остатки болида, то по нему можно будет определить точное время падения и, соответственно, точное время создания этого рисунка. На самом деле Севсар стоит на большом торговом пути, который был связан с развитием металлургической промышленности и очень оживлен в период с 4 по 2 тысячелетие, и Севсар не одинок. Кроме Севсара на этом же пути есть еще несколько объектов, к сожалению, у меня нет фотографий, но один из объектов представляет из себя нанесенные на камни лунки, при этом разных размеров и соединенные между собой тоненькими бороздками. По мнению некоторых исследователей, расположение этих лунок больше всего напоминает созвездие, при этом величина лунок соответствует интенсивности светимости звезд, их величине, и по сути получается карта звездного неба, нанесенная на камни. В горах же Гигама мы встречаем классические, по сути, изображения звездного неба. И здесь можно рассмотреть созвездия Цефея, Льва, Большой Медведицы, Дракона, Геркулеса, Короны, Тельца, Кита, Лиры, Лебедя, Лисичек, Дельфина, Рыбы и Пегаса. По крайней мере, все это умудрились узнать астрономы. Похоже, по крайней мере, животные, парящие в пространстве без привязки к каким-либо объектам, при этом такое скопление ничем не связанных животных вполне может ассоциироваться с будущей картой звездного неба. Фазы Солнца, фазы Луны тоже выбиты на камне. И, конечно, наверное, самый известный из рисунков Гигамского хребта. То, что Земля шарообразная, отмечали еще армянские ученые из VII века, ссылаясь на своих языческих предшественников. Поэтому вполне может быть, что отражено как раз представление шарообразной Земли с антиподами. Помимо петроглифов, значительный интерес представляют мегалитические сооружения типа кромлихов и менгиров. Из кромлихов самое известное это, конечно же, Зарац-Карер или Караунж. Зарац-Карер переводится как камни воина или мощные камни, Караунж – звучащие камни или поющие камни. Понятно, что названия поздние, как называли создатели этот комплекс, мы никогда не узнаем, а представляет он из себя комплекс из 223 камней. Часть из них располагается кольцом, в центре которого находится дольмен, и выстраивается линия. Строгая ориентировка север-юг. Это дольмен, который в центре комплекса. Камни невысокие, порядка 1,5–2,5 метров, и около 70 из них имеют отверстия. Отверстия в верхней части очень ровные, практически стандартные по размеру. Естественно, что возникает сразу несколько версий относительно этого комплекса. Первая версия, которая выдвигалась изначально, что так классическая историческая версия, что в дольмене было захоронение важного воина, а все камни были установлены вокруг в честь павшего героя.
Как водится, никаких останков в Дольмене обнаружено не было. Да, рядом с Караунжем есть кладбище бронзового века, значительное количество захоронений, но рядом. На самой территории комплекса непосредственно захоронения не обнаружены. Другая версия была, что поскольку его относят к периоду становления животноводства, а по определению культурного слоя под камнями его датируют 1800-ми годами до нашей эры, да, то есть начало второго тысячелетия. Предположили, что это ни много ни мало закон для скота. А вот эти вот отверстия в камнях, они были предназначены для того, чтобы к ним привязывать большие куски шкур для создания загона целиком, для ограждения пространства. В общем, в эти дырочки, к этим дырочкам шкуры привязывали. Ну и третья версия, что это обсерватория. Но версия обсерватории сразу увеличивает возраст приблизительно до 5-го тысячелетия до нашей эры, потому что в этом случае палеоастрономы указывают, что через отверстия камней можно было наблюдать значимые астрономические объекты. Но на данный момент Караунж остается загадкой. Относительно астрономических познаний считают, что вот это замечательное бронзовое изделие, найденное на берегу Сивана в поселке 2-го тысячелетия до нашей эры, является моделью Солнечной системы. При этом здесь у нас Земля в окружении водной и воздушной сфер, здесь у нас Солнце, а это видимые с Земли планеты. Вишапы. Вишапы в Армении можно встретить повсюду. Если для того, чтобы увидеть наскальную резьбу, надо забираться далеко в горы, то вишапы стояли и стоят рядом с селениями. В основном, опять-таки, в Гигамских горах, на Арагаце. О вишапах сложено много легенд. Сам термин вишап – это дракон. Камни-драконы называют их армяне. Хотя, где вы здесь видите дракона? Два варианта вишапов. Либо это самы каменные, да, то есть каменные рыбы, но больше всего они похожи на действительно гигантских самов, обитающих в реках Армении. Либо это стелы с изображением головы барана или быка, чаще всего даже не просто головы, а шкуры с головой, которая наброшена на вишап сверху. Может дополняться изображениями волнистых линий, которые ассоциируют с водой, и иногда птиц. Датировка вишапов все время отодвигалась. Сначала их датировали началом нашего тысячелетия, но после того, как обнаружились вишапы, на которых были урартские клинописи выбиты поверх изображений, стало понятно, что большинство из них относится не позже, чем ко 2-му тысячелетию до нашей эры. Все они стояли либо у источников, либо у акведуков, а в Армении была еще до нашей эры развита сеть акведуков, и это отдельная интересная тема. Впоследствии некоторые из них переставлялись, устанавливались на могилах, но тут явно было вторичное использование, и с этим мы еще столкнемся. Один из вариантов смысла вишапа – это поклонение духов воды, при этом либо в виде рыбы, но тут опять-таки рыба ассоциируется с драконом, либо с быком. Почему связь с быком? В армянской мифологии именно бык олицетворяет бога
грозы, который своими рогами пробивает небо, и благодаря этому на землю снисходит благодатный дождь. При этом в этот момент вишапы, обитающие в водоемах, поднимаются вверх на небо, а вишапы, обитающие в облаках, спускаются вниз на землю. Вообще, мифология, связанная с быком, очень интересна. Мы видели, что в борьбе с Хайком он исключительно отрицательный персонаж, олицетворяющий Нимврода. Здесь мы сталкиваемся, что бык – это бог-громовержец, обеспечивающий дожди и плодородие почвы. И тут же мы сталкиваемся с версией, что изображение головы быка на вишапе – это не что иное, как принесение быка в жертву дракону, да, в жертву дракону, который здесь олицетворялся рыбой. Версий масса, но однозначно два разных типа вишапов. Либо рыба, либо с изображением шкуры быка или чаще барана. Не вижу, вот я, честно говоря, я не вижу здесь головы быка, я вижу здесь голову барана. И так на большинстве вишапов боюсь, что это издержки перевода, когда все их называют головами быков. Да, вот правильно расположенный вишап в форме рыбы. Они считаются, кстати, более древними, чем с головами баранов. Ну и вот тут как раз классические, широко распространенные вишапы с головой то ли быка, то ли барана. Здесь, к сожалению, плохо видно. На пририсовке, при том, что большинство вишапов все-таки разделены, да, то есть либо рыба, либо баран, встречаются интересные объекты, где действительно можно видеть соединение, когда на вишапе рыбы как бы наброшена шкура барана, элемент жертвоприношения. Размеры вишапов колеблются от 3 до 5 метров. Все они представлены гранитом или базальтом, и все они цельные. Ну, а это уже вторичное использование. Естественно, не могли оставить такие замечательные камушки в последующие века. И мы находим большое количество вишапов сначала с клинописью урартского периода, а потом превращенные в хачкары. Поэтому наиболее древние хачкары, они не плоские, а имеют зачастую форму вишапов. Правда, исторически между периодом вишапов и хачкаров еще был период фаллических камней, которые иногда, достаточно часто их называют вишапами, хотя на самом деле они к вишапам практически отношения не имеют, кроме того, что 3-5-метровые вертикально стоящие стеллы, но без всяких выбитых изображений. Там именно характерная форма фаллических символов языческого периода. А вот здесь мы видим действительно переделанные вишапы. Вишапы, пожалуй, последняя доурартская каменная летопись древнего армянского Нагорья. И дальше надо говорить уже о металлургии, о развитии виноделия и виноградарства, о быте, потому что, как это ни странно, но действительно именно на территории Армении обнаружено несколько древнейших в мире вещей, ну, по крайней мере, на данный момент. Да, если покопать Восточную Анатолию, вполне вероятно, что там найдутся еще более древние образцы того же или не менее древние. Кожаная обувь 4-го тысячелетия до нашей эры, получается, обнаружена была в пещере Арени-1, и как раз вот она связана с местом начала виноделия, потому что в этой же пещере Арени-1 обнаружены сосуды для приготовления вина, винодавилка, и более ранние винодельни пока что еще не открыты. При этом там было явно промышленное производство. Представляете, 4-е тысячелетие до нашей эры. Очень хорошо. Что касается Караунджа, Небесной обсерватории, да, вот эта датировка у нас под большим вопросом, потому что альтернативные варианты предлагают
только 1800 лет до нашей эры, а не 5500. Да, здесь я хочу обратить внимание, в этой табличке это возраст. То есть мы отнимаем 2000 лет, чтобы понять, какой период это был до нашей эры. Мозг человека – это мозг девочки достаточно сохранный, даже предполагается произведение генетической экспертизы. Хотя, кстати, вот те генетические экспертизы, которые проводились с останками, находимыми на стоянках Армянского Нагорья, генетически обнаруженные там люди очень близки к современным обитателям. Мало что поменялось. Колесный транспорт, фургоны второго тысячелетия до нашей эры, я уже говорила, это алчашенская культура. Поселение Алчашен было обнаружено, когда упал уровень Сивана, и открылось действительно уникальное поселение с интересной культурой. Как раз вот модель Солнечной системы, которую мы с вами видели, она была обнаружена там, в этом Алчашене. Первые колесные повозки в Алчашене. Судя по количеству захоронений лошадей в тех же регионах, эти лошади использовались очень активно и в военных целях. Ну, средства для виноделия, это я уже сказала, это Арени-1 пещера. Металлический литейный центр. Вот металлический литейный центр – это очень интересное место. Место называется Мицамор. Недалеко от Севсара, про который мы говорили, обсерватория, точнее, астрономический комплекс в Севсаре, и рядышком Мицамор. В Мицаморе был не только литейный центр, где работали с медью, бронзой, в более позднее время с железом. Там же в Мицаморе была и обсерватория, при этом обсерватория очень интересная, трехуровневая, с записью, да, опять-таки в камне, результатов исследований, но вот, к сожалению, фотографий ее хороших мне найти не удалось. Это повод съездить и отфотографировать. Ну и, конечно, сельское хозяйство развивалось на территории Армянского Нагорья очень активно, просто по той простой причине, что для того, чтобы что-то вырастить на таких камнях, надо было приложить усилия, и надо было разрабатывать методики, и была проложена целая сеть оросительных каналов, высочайшего уровня проведены работы. Но поскольку я сегодня ваше внимание хотела привлечь все-таки в первую очередь к наскальной живописи Армении, к наскальным изображениям Армении, то мне очень хочется показать осмысление этих образов Кареном Декраном. И здесь мы видим уже творчество современного художника и дизайнера, приложенное к рисункам древних. Скелет ящерицы или кого? А вот это, кстати, один из символов солнышка у них. Снова урок анатомии. Небосвод с созвездиями. Символ Солнца, Луны. Скорее всего, какие-то летящие объекты. Это то, что выбито в Севсаре, болит. Ну, такие замечательные изображения. Скорее всего, поклонение. Поклонение летящему объекту. Нет?
даже без ангелов. Вопросы?